Всем привет! Сегодня очередной обзор фонаря от Wurkas. Модель фонаря HD16. Приехал фонарь вот в такой вот красивой, как всегда, упаковочке. Тоже обратите внимание на картинку упаковки, то есть полностью все матово, и только сам фонарик у нас выполнен в глянце. И можем пропустить вот такой вот красивый блик. Класс. Так, что у нас указано здесь? Модель фонаря опять же HD16. Цвет нашего фонарика внутри коробки черный. Фонарик построен на светодиодах SST40 с цветовой температурой от 6 до 6500 Кельвин. Сет это полный набор. Ну и, конечно же, изготовлено в Китае. На задней стороне у нас расписан режим, турборежим. Спот это в будущем дальний свет, имеет 2000 люмен. Флут в будущем ближний свет, имеет 1800 люмен. Ну и дальний плюс ближний 2500 люмен. Ну и, конечно же, на борту фонарика имеется красный свет, и он имеет 130 люмен. Далее информация по зарядке. Заряжается 2 амперами, 5 вольтами, любой телефонной зарядкой. Даже можете заряжать и 1 амперной. Просто время зарядки у вас, конечно же, намного увеличится. Аж 2 раза. Так, 20 ватт, водонепроницаемость IP66, ну и дальнобойность нашего фонарика 297 метров. Ну а я продолжаю, вскрываю коробку, смотрим комплектацию. Вот так все упаковано, а-ля шкатулка, клапан, видите, на магнитиках. Просто классно и суперски выглядит наша коробочка. Итак, комплектация у нас выглядит следующим образом. Сразу нам бросается в глаза, конечно же, инструкция. Сразу вам покажу, что инструкция есть на русском языке. Пожалуйста, читайте на паузе, кому это все дело интересно. Также еще тут есть пару языков. Китайский, английский, еще вроде бы какой-то. В комплекте вот такая вот клипса. Думаю, все ее знаете. Конечно же, кабель питания длиной метр. И с разъемами USB-A на Type-C. И вот такая классная налобная повязка. Просто суперская. Обратите внимание, она у нас перфорирована. Ну и, конечно же, есть у нас тут бренд. Все дела. Добавлена уже верхняя третья шлеечка. Просто класс. Не далее, чем сегодня днем, я работал на работе, да, на высоте, там было жарко, использовал фонарик из предыдущего обзора, это у нас Wurkas HD10, ну и, соответственно, у которого нет перфорации. Так вот, работал я примерно час, когда слез, вот под шлейкой, именно под этой вот резинкой, у меня был потный весь лоб. Здесь же такого, друзья, я так думаю, не произойдет. Ну и резиночка такая тугая, классная, все отлично. Само крепление, опять же, резиновое. Ну вот, и обратите внимание, здесь отверстие и на это вот отверстие, то есть отверстия разные. А здесь видно, что какое-то колечко они не довырезали. Я сам резать тоже не буду, опасно. Вот. Я думаю, что будет работать и так. В комплекте есть 2 запасных сменных резиновых кольца. И, конечно же, сам виновник торжества, наш фонарик HD16. Вот так он классно выглядит. Давайте сразу его впендюрим, так сказать, в свои крепления резиновые. Посмотрим, как это все работает и выглядит. Одевается довольно просто, бах-бах, как говорится, и готово. Вот, он сразу падает на свои места, вот эти резинки, видите, падают в проточки. И все держится, в принципе, достойно и аккуратно. Ну и также, конечно, вот мы можем регулировать и ниже, и по центру, и выше. То есть, как душе угодно. А пока же, конечно, я это все дело сниму, так как для обзора это все дело будет нам только мешать. Начнем обзор с контрольного взвешивания. Включаем наши весы. Фонарик с аккумулятором. 123 грамма. Ну и, конечно же, давайте измерим наш фонарик. Вес нашего фонарика. Так, что у нас за 2 грамма появились. Вес нашего фонарика вместе с налобной повязкой. Как тут все это дело уложить только. Ну и мы получаем вес 166 грамм. Вот такой вот вес. Так, и сразу, пока горячо, измеряем вес нашего аккумулятора. Внутри вот такой вот изолятор, его мы должны удалить. В крышечке имеется вот такая позолоченная пружинка контактная. Такая же пружинка меньшего размера находится у нас и с обратной плюсовой стороны. Ну, конечно, нечем подсветить. Нету фонарика, понимаете, подсветить. У барона Врангеля все английское. Подарок пану атаману Таврическому. Благодарю. Да.
и показать вам данную пружинку. Но она там, друзья, есть. Уже не пятачок, как в 10-м, а пружинка. Взвешиваем наш аккумулятор, получаем 47 грамм вес аккумулятора. Со взвешиванием покончено, и далее будем смотреть уже по ходу. Так, поскольку наш фонарик разобран, значит, у нашего фонаря указано, что есть защита от переполисовки. Вот, давайте мы проверим. Значит, бросаем минусом туда, закручиваем нашу крышку. И пробуем включить фонарь. Фонарик у нас не включается. Демонстрирую обратную сторону медали. И фонарик у нас, видите, конечно же, включается. Да, корпус фонаря выполнен из аэрокосмического алюминиевого сплава. Вот давайте я вам немножечко зачитаю из инструкции. Корпус фонаря алюминиевый сплав аэрокосмического класса 6061. То есть изготовлен на ЧПУ, то есть это не отливка какая-то там пустышка, а из болванки, я так понимаю, его сделали на ЧПУ станке. А это уже большой плюс. Изготовлено с жестким анодированием в соответствии со спецификацией военного класса 3. С антиабразивным покрытием для получения прочного корпуса. Конструкция обеспечивает защиту от падений и улучшает теплоотвод светодиодов. Вот такие вот дела. Космос все ближе, друзья. И теперь еще такой вопрос, поскольку я уже начал измерение аккумулятора. Аккумулятор у нас установлен Вуркас, то есть брендовый, под своим брендом, и типа размер 18650, на борту 3000 мАч. Значит, миллиампер-часы я измерять в этом видео не буду, а вот давайте-ка мы с вами измерим внутреннее сопротивление данного аккумулятора. Измерять, кстати, неудобно, между щупами вот такое вот расстояние, и пипка это у нас, да, плюсовая, очень-очень маленькая, щупы соскальзывают. Ну, давайте попробуем. Вот 19,4, 19,6, еще одно измерение. 19,4, еще одно измерение. 19,4 миллиома. Вот такие дела. То есть, конечно же, это аккумулятор не высокотоковый, куда-либо в инструмент он не пойдет. А вот для фонаря это просто супер вещь. Ну и теперь уже собираем наш фонарик и будем рассматривать поближе. Еще у нас здесь имеется, конечно же, гнездо зарядки Type-C. Около зарядки у нас имеется индикатор, собственно говоря, батареи. Значит, во время заряда наш индикатор будет гореть красным. Когда фонарик полностью зарядится, индикатор будет гореть зеленым. Во время работы, когда мы включаем фонарь, загорается на 5 секунд вот этот индикатор. И если он горит зеленым, значит заряд нашего аккумулятора составляет от 70 до 100%. Если он горит красным, что у нас в нашем случае сейчас мы увидим, от 30 до 70%. И если наш фонарик начинает мигать красным, то заряд составляет от 1 до 30%. Имеется в виду заряд аккумулятора. Так, ну и вот давайте посмотрим, какой ток заряда будет брать наш фонарик. А фонарик, напоминаю, горит уже у нас красным. Подключаем наш USB-тестер. Значит, зарядка у меня 120 Вт от моего телефона Xiaomi 13T Pro. Зарядка наша может выдавать 5 вольт 3 ампера, может выдавать и 9, и 12 вольт. Поэтому включаем нашу зарядочку. Так, включаем наш фонарик. Заряд пошел, мы видим, да? И давайте смотреть, что нам здесь показывают. То есть 1,67 ампера. Вот 1,7 ампер, 1,7 ампера. А заявка у нас до 2 ампер. Поэтому, видите, смело можете заряжать зарядками от телефона. Фонарик выполнен у нас вот на базе 3 светодиодов, то есть дальний свет, ближний свет и красный свет. 3 светодиода. Все это дело под одним бензелем, который прикручен 4 винтами. Ну и, соответственно, там, видимо, лежит какая-то резиновая прокладочка, либо колечко для водонепроницаемости. Ну и с этой стороны, конечно же, у нас есть такая вот крутилочка, которой мы будем регулировать с вами освещение. Ну и начинаем наш обзор, так сказать, с режима блокировки. То есть быстрое двойное нажатие с выключенного состояния приводит наш фонарь в режим блокировки. Раз, два. Фонарь наш моргнул, сказал: хозяин, я тебя понял, я на блокировке, больше не включусь. Ну и вот случайное нажатие, бах, на блокировке, бах, на блокировке.
Выводим также из блокировки двойным нажатием. И фонарь сразу включается. Если с выключенного состояния нажатие удерживает нашу крутилочку, то мы получим режим Moonlight. Хоп. И вот такое вот еле-еле заметное свечение. 1 люмен на ближнем и на дальнем светодиодах. Если мы теперь попробуем сделать двойное нажатие, мы перейдем в режим турбо. По идее. Раз, два. Бах. И у нас режим турбо. Все отлично. То есть следующее двойное нажатие ничего нам не даст. Если мы нажмем и будем удерживать нашу крутилочку, у нас плавно идет изменение яркости. Вот до 5 люмен, по-моему. Опять же нажимаем, держим. И у нас идет плавная регулировка кверху. Хоп, фонарик моргнул, и это уже у нас турборежим. То есть двойное нажатие уже мощнее его не включит. Давайте теперь немножко опустимся. Значит, с включенного состояния тройное нажатие переводит наш фонарик в режим красного свечения. Раз, два, три. Бах, и у нас есть красный свет. Удержанием кнопочки мы опять же можем это все дело регулировать. Также мы можем регулировать и вот этой крутилочкой. Крутим, добавляем. Хоп, фонарик моргнул, сказал: все, друг, я на максимуме. Также и уменьшаем. Хлоп. Двойное нажатие из этого состояния, вот то есть тусклого света, приведет наш красный свет в турборежим. Раз, два. Бах. Следующее двойное нажатие у нас будет маячок. Раз, два. И вот такой вот маячок. Следующее двойное нажатие приведет опять просто к горению фонарика. Свет красный, насыщенный, не морковный, не желтый, не оранжевый, а вот настоящий красный цвет. И классно таки довольно светит. Вот видите, я уменьшаю вот до минимума. И давайте увеличивать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Видите, вроде бы плавная регулировка, но мы видим по столу, что она на увеличение идет и даже на уменьшение вот такими ступеньками. Видите? Наблюдаются ступенечки, но глазу это не видно. Тройное нажатие. Мы приходим... Раз, два, три. И обратно к фонарику. Так, давайте немножко уменьшим свечение. И по крутилочке. Наша крутилочка может уменьшать, либо увеличивать, либо выключать один из наших светодиодов. Итак, берем нашу крутилочку и крутим медленно. И мы видим, что светодиод ближнего света у нас погас. Крутим в обратную сторону. Зажигаются два вместе. Крутим еще же туда же в обратную сторону. И мы видим, что светодиод дальнего света у нас также погас. Значит, друзья, смотрите, какой здесь прикол. Некоторые берут и начинают крутить эту крутилку очень быстро. Вот я сейчас продемонстрирую. Вот я кручу быстро крутилку. Ничего не происходит. А вот медленно, нежно и аккуратно у нас все получается. И также в обратную сторону. Поэтому не крутите быстро, крутите медленно, все у вас получится. Надеюсь, понятно, как работает вот эта крутилочка. То есть, либо один светодиод можно включить, либо два, либо дальний, либо ближний. Вот, надеюсь, остальные режимы тут, которых в принципе и нет, да, вот мы выбираем порежимно, вот, остановились так он будет гореть, где-то в среднем режиме. Опять же, двойное нажатие, турборежим, двойное нажатие, турборежим. И он, видите, сейчас у нас сваливается с этого турборежима. Еще одна обалденно классная функция у данного фонарика, это есть в нем датчик приближения. Представим, что мы работаем, тут машина, ну давайте, допустим, стена, врубаем турборежим, раз, два, и подносим фонарь к стене. Хлоп, видите, он сам притухает. Он притухает не потому, что там термоконтроль сработал или что, а именно потому, что... есть датчик приближения. Опять же турборежим. Раз, два. И опять приближаемся. Хлоп. И он сбросил. Точно такая функция есть. Раз, два, три. И у красного фонаря. Раз, два. Турборежим. Ага, там мигалочка. Раз, два. Это у нас турборежим. Давайте проверяем. Хлоп. И свет, свечение сброшено. Когда фонарик полностью заряжен, то есть он когда автоматически сбрасывает, как только мы относим, вот даже видно, от стены, он сразу восстанавливает свое свечение. Давайте еще разок и наблюдайте. То же самое происходит и с белым светом. Видите, отношу, и он загорается ярче. Еще разок. Ну, просто замечательная функция, чтобы не слепило обратным светом вам глаза. Может ли наш фонарик работать без аккумулятора? Включаем зарядку.
Снимаем аккумулятор. Подключаем зарядочку. И включаем фонарик. Видите, у нас горит светодиод зеленым цветом. Включаем фонарь. Ага, видите, красным горит. То есть это говорит нам о том, что он запоминает последний цвет света. Давайте-ка выключим. Установим аккумулятор и включим наш фонарь. Так, не дожал пробку. Включим фонарь. Раз, два, три. Белое свечение. Выключаем. Открываем, вынимаем и подключаем. И включаем. Видите, белое свечение. Так, регулировочки. Никакие не работают. Раз, два, не работают. Раз, два, три, не работают. Нажимаем, держим. Ничего не работает. Вот горит в каком-то среднем режиме. То же самое у нас и с красным светодиодом. На этом, наверное, завершим наш такой обзор. Да, не помню, сказал или не сказал. Наш фонарик имеет термоконтроль. То есть при нагреве до 60 градусов фонарь сам будет сбрасывать вниз по ступенькам свечения. Пока это все дело не устаканится. И свет у нас будет какой-то определенный, на определенной ступеньке. Ну а теперь идем на улицу и смотрим, как же он горит на улице. Для улицы, конечно же, я заряжу аккумулятор на 100%. На улице кромешная тьма. Вон только вдалеке пару фонарей. Итак, начнем с режима Moonlight. Вот на расстоянии 4 метров, видите, еле-еле там что-то можно рассмотреть. Но с заявленных 6 метров, я бы сказал, ничего не видно будет. Я ничего не вижу в 6 метрах. Ну, мне, в принципе, телефон светит в глаза. Если где-то на 2,5 метра опустить, приблизить данный свет, то мы видим такой пучок, который создает, скорее всего, светодиод дальнего света, так как бьет пучком. Так, ну что, остальные режимы нам, наверное, не так будут интересны, средние. Давайте начнем с турбо. Итак, вырубаю турбо. И у нас сварка, как днем. Ты посмотри, что делается. Березка вдалеке видна, и еще освещена таким синим лучом. И все небо получается синее под лучом. Вон вторая березка вдалеке. Просто, друзья, шикарный свет, шикарное освещение. Напоминаю, это работает и ближний, и дальний в паре. Шикарно. Так, теперь же я скручу какой-то один цвет. Вот, и у меня получился сейчас сугубо ближний свет. Очень рассеянный, приятный, широкий, при котором тоже, видите, все видно, считай, как днем. Даже вон те березки и то немножко видны. Я, в принципе, доволен. Просто класс. Так, ну и что? И давайте дальний. На дальнем свету у нас появляются кольца. Вот такие кольца. О данных кольцах ходят много споров. Кто-то говорит, что так не должно быть, что где-то они промахнулись, не доделали, не доработали. Кто-то говорит, что так должно быть. Но опять же, правду никто не знает. Но мое мнение такое, что в таком маленьком корпусе вместить все это дело, да еще без колец, рассеиватель, невозможно. Отсюда, наверное, получаются такие кольца. Меня же эти кольца, ну никак, друзья, не напрягают. В центре вам видно такое большое засвеченное пятно. Глазом это пятно абсолютно не видно. Просто яркий, приятный свет. Поэтому имейте это в виду. Ну, мы давайте пройдемся. Посмотрим, как все это дело работает у нас где-нибудь здесь на гараже, на стене, допустим. Вот, ступенька свалилась с турборежима. Я, походу, светанул на телефон и сработал датчик приближения. Включаем опять турбо. И вот так вот у нас все это дело выглядит. Опять же, центрального засвета глазом не видно. Все просто замечательно и шикарно. Ну и вот так вот наш выглядит двор, ворота. То есть все буквально видно далеко. Фонарь имеет контроль температуры, то есть при достижении 60 градусов фонарик автоматически будет сбрасывать
на ступеньку вниз освещения. Давайте крутану я обратно два светильничка наших. Вот. Отличный свет, отличный фонарик, ничего не могу сказать. Давайте посмотрим режим приближения. Идем к стене и посмотрим, как фонарик сбросит освещение. Хоп. И стал тускнее гореть. На ступеньку вниз. Опять турбо. Так что фонарик я смело могу рекомендовать. Отличный. Ну а по поводу этих колец вы уж смотрите сами. Кого они напрягают, конечно, покупать его не стоит. Меня же они никак не напрягают. Так, друзья, на этом будем прощаться. У нас на подходе еще два фонарика. Поэтому подписываемся и ждем обзоров. На этом всем пока. До новых встреч. До новых видео. Все, кино не будет. Электричество кончилось.